Привет, друзья! У нас снова зимнее путешествие. Мы едем в город Мурманск за полярным кругом и надеемся увидеть северное сияние. И мы уже в Карелии, и сейчас мы находимся в музее-заповеднике, который называется водопад Кивач. Сейчас я вам покажу водопад Кивач. Это водопад Кивач. Послушайте шум воды. Это, конечно, не Ниагарский водопад и не что-то очень-очень большое. Это равнинный водопад, то есть тот, который течет на равнине, потому что здесь нет гор. И для равнинного водопада это очень бурный водопад. Привет! Мы едем дальше на север, и нам светит яркое-яркое солнце. Здесь даже немножко тепло, как мне кажется. Мы доехали до места, где проходит линия полярного круга. И на дороге из Санкт-Петербурга в Мурманск стоит вот такая стелла, на которой написано «Полярный круг». То есть сейчас мы въезжаем на территорию Заполярья, где природа тундры, где большую часть года холодно, где есть полярная ночь и полярный день. Мы доехали до того места, куда мы ехали. Это город Мурманск. Это уникальный город, про который я вам расскажу. У него есть несколько особенностей. Первое, конечно, самое главное, это то, что Мурманск находится за полярным кругом. Здесь есть полярный день, полярная ночь. В городе Мурманск живет почти 300 тысяч человек. И я сейчас нахожусь в морском порту города Мурманска. Это единственный порт за полярным кругом, который не замерзает всю зиму, потому что сюда приходит теплое североатлантическое течение, продолжение Гольфстрима. Поэтому порт работает круглый год, здесь круглогодичная навигация. А за мной вы видите ледокол «Ленин». Атомный ледокол, куда я сейчас пойду с экскурсией и расскажу вам что-нибудь интересное. Ну что, заходите со мной на первый в мире атомный ледокол «Ленин». Россия – это единственная в мире страна, у которой есть атомный ледокольный флот, то есть корабли, которые двигаются за счет ядерной реакции, ломают лед, чтобы другие корабли сзади могли пройти по Северному Ледовитому океану. И «Ленин» – уникальный ледокол, во-первых, потому что он был первым. Он построен в 1955 году. И построен очень быстро. Все последующие ледоколы строились гораздо дольше. За время своей службы ледокол «Ленин» провел за собой почти 4000 кораблей по Северному Ледовитому океану. И эти корабли доставили огромное количество грузов. И с 1989 года ледокол «Ленин» не работает, мы скажем, не эксплуатируется. Зато сейчас он стал музеем. Внутри он выглядит обалденно интересно и даже шикарно, потому что внутри он отделан деревом. Для всех последующих ледоколов, конечно, использовались другие материалы, металл и пластик. А здесь прямо красота.
Я сейчас стою у знаменитого памятника, которого в народе называют Алеша. Алеша – это русское имя Алексей. Это памятник защитникам Заполярья. Во Вторую мировую войну в Мурманске проходили очень ожесточенные бои. Мурманск – восхитительный город, который стоит на холмах. Это особенность постройки города. Он стоит высоко и спускается к Кольскому заливу. На одном из таких холмов стоит памятник, который посвящен подводникам, погибшим во время службы в мирное время. В этом мемориале есть несколько важных деталей. С одной стороны, это башня-маяк высотой 17,5 метров, ее видно из разных точек города. Это якорь, корабельный якорь, под которым заложена внизу капсула с морской водой. Храм Спаса на водах, то есть храм Спасителя на воде, который стоит на самом верху. И еще одна важная доминанта – это рубка в подлодке «Курск». Подлодки, которая утонула в 2000 году из-за трагических обстоятельств. На подводной лодке взорвалась учебная торпеда, и погибли все 118 членов экипажа. Это была большая трагедия, которую наблюдала вся страна. You tell me, what happened with the submarine? Она утонула. Сейчас мы на территории монастыря преподобного Трифона Печенгского. Это самый северный монастырь в России. Он сделан полностью из дерева. Сейчас я вам покажу, как приятно и тепло он выглядит внутри. Это монастырь с необычной и сложной историей. Он был основан в 1553 году в деревне Печенга, недалеко отсюда. Это был самый северный монастырь в мире некоторое время. За свою историю он пережил много. Его разоряли враги. В 20 веке несколько десятилетий он вообще располагался за границей, в Финляндии. И только в 21 веке его отстроили заново, и он получил вот такой вид, как мы его видим сегодня. Главный источник жизни и работы в городе Мурманске – это порт. Здесь отправляются суда или корабли по Северному Ледовитому океану. Именно здесь расположена штаб-квартира Северного морского пути. Конечно, здесь добывают много рыбы. Здесь есть пассажирское судоходство, и круглый год работает порт и дает жизнь этому городу. Кроме того, здесь есть рестораны, театры, школы и все, как должно быть в большом городе. А сейчас мы заехали на оленью ферму. Территория Кольского полуострова издревле, то есть давно, была заселена такой национальностью, которая называется саамы. Саамы живут не только в Мурманской области, но и в Республике Карелия, в Финляндии, в Швеции, то есть на севере. В России население саамов всего 2000 человек, но они очень берегут свою культуру, чтобы она совсем не исчезла.
Северные олени для саамов – это и одежда, и еда, и вообще образ жизни, потому что давно они кочевали, то есть перемещались по тундре вслед за оленями. Они шли за оленьим стадом, которое кормилось на новой территории, и саамы шли за ними и перемещались по территории вместе с оленями. Здесь на ферме мы узнали об оленях больше, а еще покормили оленей и узнали о культуре саамов. А вот так выглядит жилище саамов изнутри. Оно называется чум. Давайте послушаем, как экскурсовод рассказывает про традиционную одежду саамов. Я хожу не всегда. И заодно встречаю наших гостей, да, потому что это очень удобно, когда ты вышел, например, в обычной куртке, да, там в сапогах и чистишь снег. Лучше вот ты накинул, ты не промокаешь, и присел, передохнул, да, ты ничего не застудил, там, ты сверху на себя накинул, побежал работать. Тут мы понимаем, что этот мужчина как раз-таки вышел заниматься оленями, это веревку подчеркивает. Такой он или собирает оленей, чтобы обучать, или вот переводить из загона в загон, или, как я вам рассказывала про нашу Гошу, такой веревочкой вы с ним выходили вот как собачка на поводке. Так мы с Гошей вышли на территорию, и вышли из территории, проследовали к месту, откуда мы с вами сейчас только что приехали. Я думаю, вы задаете себе вопрос, а как это жить за полярным кругом? Как это жить в Мурманске? На самом деле необычно. В Мурманске специфический климат. Здесь не очень холодно, как можно подумать сначала, потому что город расположен близко к морю. Поэтому зимой здесь температура не опускается ниже минус 10, минус 11 градусов. Точнее, это нормальная зимняя температура, минус 10, минус 11 градусов. Да, лето здесь холодное, и в июне еще может выпасть снег. То есть, если в июне есть 19-20 градусов, то это нормально, это хорошее лето. Сейчас в Мурманске, конечно, происходит отток населения, то есть молодое население часто уезжает в Санкт-Петербург, в Москву, и за последние 30 лет количество жителей Мурманска стало гораздо меньше. Это происходит потому, что климат здесь суровый. Хотя, когда люди сюда ехали в течение советского периода и до сих пор здесь действует так называемый районный коэффициент зарплат, северный коэффициент. Это значит, что если за одну и ту же работу в Москве вам бы платили, например, 10 тысяч рублей, то в Мурманске должны платить 15 тысяч рублей или даже 18 тысяч рублей. То есть иногда даже в 2 раза зарплаты на севере больше. Но даже это не спасает Мурманск от оттока людей. Он все равно есть. Мурманск – это самая далекая точка нашего путешествия, самая северная. После 3 дней в Мурманске мы разворачиваемся и по той же самой трассе Кола едем на юг. Следующая точка – город Кировск, который находится рядом с невысокими горами Хибинами. Об этом мое следующее видео. Подписывайтесь на канал и будьте с нами!